Так, ну что, вот я и приплыл на вторую сторону. Только что плыли под этим мостом, вот оттуда, и там зашвартовался паром. И теперь через мост я проезжаю вперед. Мост красивый, с воды очень красиво смотрится. Ну и все, двигаем путь дальше. Виды потрясающие вдоль всего этого каньона. Не каньона, а Лисифьорд. Ну что еще сказать. Паром пришел точно по расписанию. Сейчас чуть-чуть прокачусь в ту сторону, виды посмотрю, потом обратно. В принципе, у меня дорога туда идет. Вот. Фьорд, конечно, потрясающий. Виды с воды. Я думал, я отдохну, пока буду плыть на пароме. Посижу, расслаблюсь. Там 2,5 часа он идет. Наберусь сил для дальнейшей дороги. Ага, не тут-то было. Все 2,5 часа на ногах. То с одного борта красота, то со второго, то сразу с двух, то спереди, сзади. Глаза разрываются, только бегаешь, фотографируешь, снимаешь видео и так далее. Вон красота какая. Сейчас через 800 метров у меня, по-моему, разворот. Так, сейчас надо где-то развернуться. Ну да, туда мне точно не надо. Это на паром опять. Только на другой уже. Там вниз можно было проехать как-то. Ну ладно, нет. Те виды я уже с парома, в принципе, посмотрел, фотку, это можно пропустить. Все, сейчас у меня какой-то будет рефилки, дорога называется. Единственное, что мне надо где-то сейчас будет остановиться, подключить там все на зарядке все, потому что на пароме девайсы я разрядил порядочно. Сейчас надо все подключить. Ну, вот этот мост. А с воды его ничего когда не загораживает, ни деревья, ничего, смотрится просто офигенно. А вот, еще раз посмотрите. Красиво смотрится. Но я, как уже говорил, в Норвегии мосты очень красивые. Я некрасивого еще ни одного не встречал. Но этот паром ходит 3 раза в неделю только, или 4, не помню. Заранее надо букать билеты. То есть есть пассажирский, он ходит каждый день, и там много-много раз как бы. С ним нет проблем. Вот который с транспортом, он ходит не каждый день, и билеты разбирают за неделю заранее. И из-за этого такой жесткий утренний сегодня подъем был, чтобы успеть на этот паром. Ну, красота какая. И вот там только что мы и плыли по этой дороге. Сейчас, может, где-то остановлюсь, полетаю. А вот через 500 метров остановочка, там как раз и встану. Ну, так себе остановочка, конечно. А там, по-моему, можно подняться. А, да, там можно подняться. Вот там мы и полетаем. Остановился, полетал чуть-чуть над этим фьордом, еду дальше. Сейчас у меня где-то 50 или 60 километров красивой дороги. И потом опять паромчик, но уже маленький, там, чтобы просто на другую сторону перебраться. Ну, с Норвегии вообще без паромов никуда. Они на пути у меня будут часто. В основном такие маленькие, куда без всякой предварительной резервации. Подъехал, купил билет, заехал. Ну и 2 таких вот крупных. Один это сегодня, и второй будет там для Гейранген. Там тоже заранее забукать надо будет. Я еще не букал, но я так смотрел, что где-то, условно говоря, за день заранее там нормально. Там какие туннели, въезды. Но мы по ним не поедем. Что-то еду и чувствую, что жарко мне уже. Вроде пасмурно, 19 градусов. А я на пароме, когда плыл, там дождь шел. Одел дождевик. И выходя его не снял.
А в дождевике сразу продуваемости нету и становится жарко. Пляжик. Интересно, это со вчерашнего дня подорожало топливо? Или оно просто разная цена в разной части Норвегии? Здесь почти на 2 кроны больше, чем вчера я заправлялся. Уже на нескольких заправках смотрел. Мне пока не нужно, но я так к ценам присматриваюсь. Вот, очередной туннель на 5 километров. В Норвегии очень много длинных туннелей, там на десятки километров, и под водой, и под землей, и как хочешь. С подсветками, там, с какими-то внутри кольцевыми развязками, там, какие-то сумасшедшие туннели. По одному какому-то поеду, не помню какой день. В целом я свое отношение к туннелям уже говорю. Стараюсь их избегать. Без лишней необходимости в туннель не лезу. Словил это когда-то, что чувствую себя некомфортно на мотоцикле в туннеле. Из-за этой загазованности, тяжелый воздух, в машине это так не ощущается. Тебе даже если дурно, ты никуда от этого деться не можешь. Да, есть где-то карманы, чтобы остановиться, но только от того, что ты остановишься тем же загазованным, тяжелым воздухом, там все равно дышишь, не уходишь от проблем. Ну что, опять я куда-то наверх поднимаюсь. Сейчас, видимо, уже облака пересекать скоро буду. Же вон они как низко висят, облачка. И это прикольно. На самом деле в облаках ехать не прикольно, потому что как в тумане. Но сам факт пересечения облаков прикольненькая фишка. Нет, все-таки не пересеку облака. Вниз пошла дорога. О, вон там вид на очередной какой-то фьорд, видимо. Ух ты! Вот очередная красота. Там какой-то маленький паромчик. Но вот на чем-то в таком я и поеду сейчас тоже. А, ну так это мой и есть, да, точно. Эх, только-только отплыл. Чуть-чуть не успел. Ладно, я надеюсь, они часто ходят. Ну да, там что-то следующее уже стоит. Same faces. Пообщались с этими ребятами, с немцами. Сейчас пока на пароме плыли и пока ждали его. У них прошлый год был австрийская часть такая же, как у меня. Вон у них наклеечки висят. Гросглокнер, Мальта. То есть все те самые трассы, которые я в прошлом году проходил. И они теми же маршрутами ездили. Кому интересно, можете посмотреть у меня прошлогодние видосики. Там все это есть. Но и тоже они со мной согласились, что, конечно, как бы не были эпичны австрийские эти перевалы, но Норвегия все равно намного красивее. Ну и туда вон вид открывается тоже. Прикольная дорога, он вся идет вдоль этого фьорда. Красивая. Есть на что посмотреть. Приехали, блин. Испортило настроение.
Какой прикольный мост. Очередной. И очередной прикольный. Красота. Лепота. Но мне что-то опять жарко становится. Красивый мостик. Специально остановился, чтобы его снять. Что, у меня через 18 километров водопад какой-то вроде намечен. Посмотрим, что тут за водопад. Ой, 3 часа дня, я, по-моему, еще даже половины не проехал. Что-то я очень сильно за сегодняшний тайминг переживаю. Чувствую, до финиша доеду часам к 9-10 вечера только. Ну ладно, посмотрим. Что-то в том направлении уже несколько скорых, несколько полицейских промчалось. Что-то там случилось. Вон водопад какой-то. Но это еще не тот, к которому я еду. До того, я смотрю, 4,5 километра у меня еще. Так, сейчас где-то этот уже будет водопад. Посмотрел водопадик. Едем дальше. Все еще продолжается эта дорога Рефилки. Она мне сильно напомнила дорогу в Сербии вдоль Дуная. Я ехал. Не помню, как назывался. Там национальный парк какой-то тоже. Только там справа, соответственно, вот так Дунай идет. Слева то скалы, то поселочки. Может быть, чуть более зеленая она там в силу другого климата. Но хотя и тут тоже вон зелень в достатке, скажем так. Ну, чего-то сверхграндиозного я не могу сказать про эту дорогу. Но это может быть потому, что я уже много везде покатался, много видел. Но симпатично, да, это всегда вдоль реки, каньона, фьорда. Едешь, всегда красивые виды.
Если они не загорожены деревьями особенно. Такие у них прикольные вот эти маленькие маячки тоже. Телефон что-то подурил и начал заряжать нормально. Ну, непонятно, что такое за глюк. О, еще один водопадик. Так, едешь, неожиданно появляется из-за поворота очередное. Ой, какая тут дорога красивая. Молодец, пропустил. Это вообще удивительно. Я говорю, Норвегии меня приятно удивили. В отличие от мудаков-австрийцев, в Норвегии, ладно, вот это, конечно, исключение из правил, что вообще сам по себе пропустил. Я даже его там не просил, не мигал, ничего. Если попросить поморгать, скажем так, ну, каждый второй пропускает, да, то есть, ну, это, по мне, это хороший показатель. Австрийцы тем моргай, не моргай, им до лампочки. Еще наоборот, чуть левее сместятся, чтобы вообще без шансов объехать. Не знаю, назло, не назло, что за менталитет такой уродский. Ну-ка. А что это у нас тут такое виднеется за красота? Ух ты. Водопад на водопаде. А здесь явно камни когда-то осыпались. Образовался такой склон. Ну, шикарная дорога просто среди скал. И внизу горная река. Там как трубопровод какой-то проходит между гор. Да, интересно тоже сделано. А там он мостик пешеходный. Да вообще он раз, два, три мостки. Прикольно. Ты меня обогнал теперь. Я так не играю. Ладно, где-нибудь сейчас обгоним. Ну, на этой дорожке может быть проблематично. Но я его тоже понимаю. Я там приостановился посмотреть. Конечно, он стоять не будет. Я боюсь, я тут опасаюсь. Или осторожничаю. Не знаю, как правильнее сказать. Это узенькая уже пошла. Да, интересная дорожка. Блин, сегодня целый день вечер.
Вот с самого утра был вечер и целый день. Это немножко, ну, нагнетает, как будто, знаешь, уже еще много впереди, а уже вечер. И вот такое ощущение целый день из-за этой серости. Конечно, 15:40 время тоже для еще много впереди. Поздноватое уже. Но меня сегодня, да, подвел этот маленький паром, который я надеялся, что будет быстрее. А он буквально перед носом ушел. И он там, видимо, один на этой линии работает. Соответственно, пока он туда сходил, потом обратно. То есть очень много времени прошло. И потом с парома только съехали. Там проехал, я не знаю, совсем чуть-чуть, несколько километров. И встрял там, типа, перекрытая дорога. Ремонт там тоже еще минут 10 стоял. Ну и третий фактор — это эти батарейки мои сегодня. Все время то одни работают, то другие не работают. Все время приходится останавливаться из-за этого. Пытаться там решить вопрос записи. Как быстро меняется ландшафт. Только что были одни скалы, узкая дорожка. Теперь скалы с какой-то такой интересной растительностью мелкой. Ну, ух ты, что-то начинается пейзажики. Красиво. Там водопадик, там домик, река горная. Красиво. Ну что, через 3 километра у меня какой-то будет viewpoint. Там остановлюсь. Может быть, полетаю, а может быть, тут полетаю. Нет, тут я не полетаю. Но пейзаж красивый тоже. Да, сегодня у меня времени в обрез. Ну, хотя в любом случае. Я просто мысль гоняю, что запустить бы за собой Мавика гонять. Но здесь много по краям всего. Можно потерять его. И что-то он у меня с пультом плохо соединяется. Конечно, очень обидно. У меня 11-го был выезд в Норвегию. Был заказан джойстик для второго Мавика отдельный, то есть, ну, который сразу со встроенным экраном. И он по плану должен был 10-го прийти. А китайцы-засранцы поздно выслали. И он пришел, когда я уже уехал. И, конечно, вот он бы мне решил очень много проблем с Мавиком. Я Мавиком нормально пользоваться не могу, что он постоянно у меня от телефона отваливается пульт. И это геморрятина. Ну, блин, какая опять красотища. И домики там на берегу какие-то. О, и барашки опять. Ну, судя по шлагбаумам, эту дорогу иногда закрывают. Все-таки я хочу там сделать снимок. Очень уж там фотографично. Хрен я тут развернусь. Да, и уже о заправке надо думать. Тут на этой дороге заправка явно будет проблема найти. Надо будет, как только первая где-то появится, сразу заправиться.